Учить испанский во сне – миф или реальность? Вы когда-нибудь мечтали выучить испанский язык, не прилагая особых усилий для этого? Вы, может, когда-нибудь слышали, что можно учить языки во сне, прослушивая разные записи со словами и фразами? Но насколько это эффективно и безопасно? В этом видео я расскажу вам о научных исследованиях, связанных с гипнопедическим обучением. А также дам несколько советов, как правильно использовать сон для изучения испанского языка, да и вообще любого иностранного языка. Что такое гипнопедическое обучение? Гипнопедическое обучение – это получение информации во время сна, когда мозг находится в состоянии пониженной активности, но все еще способен воспринимать звуки. Идея такого обучения не нова. Еще в 1920-х годах американский психолог Ллойд Джексон проводил эксперименты, в ходе которых он проговаривал спящим людям записи с положительными утверждениями, например, «Вы очень умны и талантливы». По его словам, это повышало самооценку и уверенность испытуемых. Однако научное сообщество было скептически настроено относительно таких методов, считая, что сон – это время, когда мозг отдыхает и просто перерабатывает информацию, которую он получил в течение дня. Кроме того, не было достаточно доказательств того, что спящий человек может запоминать полученную информацию, а не только укреплять уже получившие знания. Но в последние годы ситуация изменилась. Благодаря развитию нейронаук и технологий, ученые смогли более точно измерять активность мозга во время сна и провести ряд экспериментов, которые показали, что гипнопедическое обучение возможно, хотя и имеет свои ограничения. Какие доказательства гипнопедического обучения существуют? В 2012 году швейцарские ученые провели одно исследование, в котором научили добровольцам 2 простым песням на немецком языке. Затем одну из них воспроизвели испытуемым в период глубокого медленного сна. В итоге участники постоянно вспоминали песню, которую слышали во сне более ярко, чем другую мелодию. А в 2019 году немецкие ученые показали, что испытуемые, которые слушали записи пар слов на немецком и голландских языках во сне, успешно формировали ассоциации между ними. Так ученые проигрывали спящим запись, которая ассоциировала реальное слово, например, «дом» с выдуманным, например, «шкедлик». Когда испытуемые не спали, записи влияли на их выбор во время игры в словесные ассоциации. Например, они считали, что «шкедлик» намного больше подходит, чем «кокорош» или «кокорош». Тут я уже не знаю, куда правильно ставить ударение. Тот, кто знает, напишите, пожалуйста. Таким образом, исследования показали, что люди могут закрепить новые слова, которые изучают во сне. Но существуют ограничения. Во-первых, участники помнили только ассоциации, возникшие во время очень специфических периодов, пиков продолжительностью полсекунды в фазе, называемой медленным сном. Получается, время, необходимое для обучения, ограничено. Во-вторых, изучение нового языка включает не только лексику. Грамматика, артикли и прочие правила невозможно выучить таким образом. Кроме того, один из исследователей подчеркнул, что это далеко не самый короткий путь к изучению нового языка. Вдобавок, идею саму проверяли только в клинических условиях на сложном оборудовании. Другими словами, сложно, неточно и непрактично. Но все-таки, если есть такая возможность, как правильно учить язык во сне, чтобы это давало результат? Итак, мы поняли, что во время сна язык не выучить полностью. Но вы все же можете помочь мозгу запоминать уроки, связанные с лексикой, разговорной частью, а также грамматикой. Ребекка Кроули, научный сотрудник Королевского Холлоуэйского университета Лондона, говорит, что можно смести фокус памяти на языковые занятия во время бодрствования, прослушивая записи во сне. Во время ночного отдыха люди объединяют новые воспоминания со старыми. Нейроны, связанные с воспоминаниями, активируются, как бы переигрывая события. Поэтому, если вы хотите улучшить свои знания испанского языка, да и вообще любого иностранного языка, во время сна вы можете воспользоваться следующими советами. Они помогут закрепить полученную информацию в памяти и подготовить мозг к дальнейшему обучению. Воспроизведите записи с испанскими словами и фразами во время сна, но только те, которые вы уже слышали и понимаете. Используйте наушники, если вам нужно. Лучшее время для прослушивания прямо перед сном. Не пытайтесь учить новую информацию во сне. Это неэффективно и может нарушить качество вашего сна.
Сон – это время, когда мозг отдыхает и перерабатывает информацию, полученную в течение дня. Сочетайте обучение во сне с другими методами изучения языка, такими как индивидуальные занятия с репетитором, языковые приложения, игры, фильмы и книги на иностранном языке. Также мой канал по изучению испанского языка вам в помощь. Здесь вы найдете много полезных уроков, а также другой полезной информации. Помните, что чем больше вы практикуете язык, тем быстрее вы будете прогрессировать. В общем, я желаю вам удачи в изучении любого иностранного языка, будь то испанский, либо какой-то другой иностранный язык, который вы стремитесь выучить. Самое главное, чтобы этот процесс вам приносил удовольствие. А на сегодня я прощаюсь с вами. До скорых встреч в эфире!